Сегодняшний митинг посвящен одному из событий захоронения аварийного реактора. Я думаю, урок Чернобыля, он, с одной стороны, печальный, потому что это беда наша общая, и с другой стороны, это урок, который все, кто здесь пожелал, будут написаны книги, будут написаны, видимо, песни, будут сняты фильмы. Но самое главное, дружба, сплоченность, которая здесь, Входную дверь открывали, вот он пристегивается и снимал этот реактор. Вот вокруг реактора мы. Высота 200, удаление 200. Вот после той катастрофы вот, инструкция вышла не ниже 200 метров и не ближе 200 метров к реактору. Какой катастрофа? А когда вертолет упал, вот, он лопастями зацепился за кран. А там все погибли, экипаж и все пассажиры, кто были на борту. Ну, представляете, грохнулся. Пассажиры какие? Вот кинооператоры там какие-то были у него. Вот. Все люди, которые находились там, все погибли. Люди по-разному вспоминают об этом событии. Сегодня мы впервые расскажем о том, что же произошло на самом деле осенью 86-го в Чернобыле. И еще о нашем коллеге, кинооператоре Викторе Гребенюке, безвременно ушедшем из жизни, о снятых им уникальных кадрах ликвидации крупнейшей в мире атомной аварии. Тяжелая и опасная работа тысяч строителей подходила к концу. Саркофаг, укрытие над взорвавшимся четвертым блоком атомной электростанции, становился реальностью. Строительная площадка в те дни стала съемочной площадкой для киногруппы, приехавшей из Новосибирска. У оператора была украинская фамилия Гребенюк, но сам он оказался в этих местах впервые. Всю жизнь Виктор провел на Дальнем Востоке и в Сибири. Работал на телевидении и киностудии. К своим неполным 40 имел обширный послужной список, десятки документальных фильмов о военных летчиках, моряках, полярниках. Когда на киностудии стало известно о командировке в Чернобыль, первым пришел в кабинет к директору. Он вообще человек, я думаю, был такой рисковый, даже немножко авантюрный. И вот он самый первый сказал: да, я поеду. Уровень радиации в ту пору был еще очень высоким. Излучение враг невидимый, но от этого он не становился менее опасным. Это же неощутимо, так же все обычно. Ничего такого, нигде не колет, нигде не щиплет, нигде ничего. И, то есть... Потом были как бы ощущения такие уже, ну когда непосредственно у реактора, то есть как-то себя ловишь на том, что там такой, ну как бы я всегда это сравнивал, эффект от выпитого бокала шампанского. Какой-то легкое такое, шум в голове какой-то такой, но не больше. Практически чуть ли не каждое утро мы вместе с правительственной комиссией вот, регулярно, каждый день делали облеты. С вертолета, видео привязывали там на трос, чтобы он не вывалился. Потому что он стоял, ну надо отдать ему должное, наверное, все-таки не каждый может стоять на отвесе в дверях, да еще и когда перед тобой камера еще висит. Причем там даже был, да, моментик еще такой интересный, когда подлетали, а там вот эта ж труба здоровая, реактора вот этого. И когда он к ней так вот подлетали, он ждал, видно, какой-то момент или что-то. Потом нажал и кричит мне вроде: сними крышку с объектива. Я ничего понять не могу, какая крышка, вроде все там нормально. Оказывается, мы просто зависли над этой трубой, а там, ну, черно. И он думал, что у него, ну, раз он там ничего не видит, а он прямо в эту трубу смотрел вот так вот. И потом, пока вертолет не сдвинулся чуть-чуть в сторону, то есть он понял, что это граница. А он кричит, это шум же, винты свистят, там двери открыты, и я не могу, слышу, что он чем-то недоволен. 5 октября. Обычный день на строительной площадке саркофага. Машины подвозили бетон,
Бетона требовалось много, очень много. Военные вертолеты один за другим заходили на реактор, разрушенный и еще не закрытый сверху. Из бочек емкостей обрушивался дезактивирующий раствор. Необычная работа обрела свой ритм. Но случилось непредвиденное. Вроде смотришь, глазам своим не веришь. То есть как в кино все происходит. И с нашей стороны это же было видно, что как будто бы он туда упал. Это уже потом выяснилось, что он упал за него туда. Все думали, что сейчас выброс будет просто очередной. Побежали, его толкнули, там даже, по-моему, в кадре где-то есть, что аж дернулась камера. Он не мог отпустить, он снимал, а его пытались, ну, думали, что выброс, пытались его кто-то там зацепить из народа бежавшего и, ну, как бы за собой, что ли, утащить. Вот. Тем более, что так получилось, что над нами пролетела лопасть прямо с этого вертолета, со свистом. Сначала не понял, что произошло, но когда она там где-то за нами метров в 10-15, наверное, рухнула, я так просто глянул, что там куча пыли, такой кусок этой железины, и, то есть нас могло побрить просто. Неизвестно еще же, как пленка, думали, там мало того сами нахватаем, плюс еще пленка могла там, ну, как сказать, засветиться. Вот, поэтому мы быстренько оттуда. И когда мы только в бункер зашли, сразу же услышали, что прошел какой-то приказ начальства всех блокировать. Всех блокировать. В первую очередь журналистов. В те дни газеты много писали о Чернобыле, но ни одного кадра, ни одной строчки об этой трагедии в газеты не попало. Атмосфера неоправданной секретности и стала почвой для слухов. Один из тех товарищей, который снимал неожиданно это наш кинооператор. Моя фамилия. Наша, значит, видел, сибирская сразу хроники. закрутился сразу. Вот. И он в этот момент вот снимал другое, и в этот момент, значит, попал. Вот самые кадры, они вот находятся, как говорится, у нас в архиве, значит, на канале на нашем. Просто мне рассказали, что вот экипаж вместе с операторами упал. Нет, операторов на борту вертолета не было. Эта легенда появилась позднее. Только 3 члена экипажа и авиатехник. Это последний снимок, сделанный за день до катастрофы. Командир корабля — капитан Владимир Воробьев. Второй пилот — старший лейтенант Александр Юнкинд. Бортмеханик Леонид Христич. Авиатехника Николая Ганжука на снимке нет. Первое желание бежать, сообщить правительственной комиссии. Трагедия снята на пленку, а вдруг не снята, сомнения. Кстати, сам Виктор сомневался, может, он отпустил кнопку раньше. Это ведь не видеокамера, тут результат сразу не виден. Решили отправить пленку на студию, отправили, там проявили, все получилось. Я получил телеграмму о том, что должен прибыть в Чернобыль со всеми отснятыми материалами, касающимися вот этой трагедии. Ну, на следующий день я уже в 6 часов утра там и был. Была созвана комиссия из высоких военных начальников, которым мы демонстрировали эти материалы, собственно говоря. Увидев, они сразу сказали, ну, теперь все понятно, что произошло и какова причина вот этого всего. Ну, здесь лихачество летчиков я не допускаю, что там хотел крен покруче завалить или еще что-то, понимаете, это я не допускаю. Вот это любой летчик знает, чем это может кончиться. Тут, видимо, ребятки расслабились. Последний блок саркофага. Самый последний. На нем, как в свое время наши воины на Рейхстаге, расписались ликвидаторы аварии. Виктор передал камеру ассистенту. «Сними, история». Он лез везде, и когда он рассказывал, что вот я пошел там, начал снимать, а мне зиметристы говорят, слушай, ты зачем туда заходишь? Там 1000 рентген, куда ты лезешь? Там вообще нельзя находиться больше нескольких секунд. После возвращения в Новосибирск съемочной группы всю аппаратуру, побывавшую в Чернобыле, пришлось уничтожить.
От нее, как говорили тогда, здорово фанило. Когда мы впервые начали работать с Витей Гребенюком, у меня был сразу вот внутри такой щелчок, ощущение, что вот настоящий документалист, а вот настоящий оператор, который ради кадра полезет на гору, спустится там под воду, он будет мерзнуть, там, холодать, голодать. Так оно и бывало на самом деле. Это был, конечно, профессионал высочайшего класса. И могу сказать только одно, что вот он, вот есть такое понятие вот, геолог-полевик, вот у меня вот такой вот, ну, ассоциативно, вот это оператор-полевик. Это тот оператор, который не будет там в павильоне, там, в бабочке, а вот он будет в сапогах, с бородой, там, с рюкзаком. У него вот этот был дар. Дар становиться человеком с команды. Дар входить в какую-то компанию, атмосферу и становиться своим. Вместе мы были и в Припяти, вместе мы были и вот в разграбленной церкви, вместе мы были в лесу рыжем у дерева крест, вместе мы ходили по Чернобылю, вместе мы были на концертах в воинских частях. Ну и вечерами просто сидели вместе и рассказывали друг другу о жизни. Пили, ну скорее всего мы пили не водку, водка это в Чернобыле было дорогое удовольствие, там же был сухой закон, поэтому надо было уметь ее провести. А вот что касается разведенного спирта, это да. Разведенный спирт употреблялся в качестве профилактики от радионуклидов нами очень интенсивно. Не сплывет беда водою, ни по воле, ни по прихоти захлестнуло все бедою, как водой весенней Припяти захлестнуло все бедою, как водой весенней Припяти. Не война, а хаты брошены, кошки бродят одичалые, на полях хлеба не кошены, осыпаются печальные, на полях хлеба не кошены, осыпаются печальные, и к причалам не пристанут караваны кораблей. В синем небе кружит стая, стая белых журавлей. В синем небе кружит стая, стая белых журавлей. А помните, вот как еще вся ваша группа умела в Чернобыле находить каких-то вот интересных людей? Я не про себя, товарищи, говорю, помните вот Жору Бессонова? Человек, художник, искусствовед, который имел в Киеве жену, 2 маленьких дочек, приехал в Чернобыль, где-то там в каком-то хламе нашел икону, он эту икону отреставрировал, и не просто отреставрировал, еще дезактивировал, и потом об этом много писали, и вы же снимали тоже Георгия. Начало 90-х. Чернобыль стал для Виктора Гребенюка, как принято говорить, фактом биографии. Он полон новых планов, идей, проектов. Виктор приехал в Москву, остановился в гостинице «Урал». Мы встречались вечером за домашним ужином у его московских знакомых. Он пригласил меня с супругой, мы тоже вспоминали Чернобыль, смотрели фотографии. И Виктор очень много рассказывал о предстоящей экспедиции Федора Конюхова, которую он будет снимать вот в начале старта, как это все вот будет там на Таймыре или там на Тиксе, где-то вот на Дальнем Севере происходить. Был просто вот такой сияющий, такой вот взор горящий, как вот когда он в Чернобыле вот снимал свои лучшие кадры, вот такой же у него был вот нервный, вот весь из себя вот возбужденный, там Федор и так далее. Мы отужинали по-русски, с борщом, с пельмешками. И потом, через 2 дня, позвонили его московские друзья и сообщили о том, что вот его рано утром нашли. То ли кто-то на него напал. Версий было много. Ну, говорят, что хулиганство нечаянно его по голове ударили.
что вроде ничто не отобрали, тем не менее его убили. Но убили именно то, что он умел. То есть со съемками никак не связано? Криминал. Короче, это... Мы считаем, что связано все это со съемками. В тот момент все были настолько шокированы сам фактом гибели Виктора, не смерти, а гибели, то я так понимаю, что никто никаких серьезных милицейских, прокурорских связей просто не имел, может быть, тогда. Поэтому для меня, например, вот версия, это только версия. Что было на самом деле, я не знаю. И мои товарищи тоже не знают. У него сейчас внучки уже выросли, которых Виктор уже не видел. Собака у него была интересная, которая такой красивая, большая, черный пес такой. На первый взгляд сразу пугаешься, но он такой добрый, как кошка был. И Виктор говорит: хочешь, я тебе покажу? И говорит так, громко так говорит: кто взорвал 4-й блок? И собака раз сразу под койку пряталась. Я был у него в семье, у него там очень хорошая семья, жена у него очень прелестная женщина. А так бы он был инженером-механиком, плавал бы. Это вот морской пехоты, по-моему, снимает. Это тоже вот он когда служил вот при политуправлении. А вот это вот Анна Ивановна Щетинина, может быть, слышали, это первая женщина, капитан дальнего плавания. Это вот его наставница. Между прочим, вот она курировала, она его опекала с этой кинолаборатории. То есть благодаря, в общем, ей он занялся этим всем делом. Кино? Да. Он сгорел на взлете. Вот так вот. То есть он недолго пробыл. Вот такое дело. Кадры, снятые в Чернобыле сибиряками, в том числе падение вертолета, кочуют из фильма в фильм, идут по каналам телевидения. Как правило, без упоминания фамилий авторов. Без упоминания оператора Виктора Гребенюка. Такова жизнь. И я думаю, что тут мы, и Витя в том числе, просто-напросто продолжает судьбу, например, операторов, которые снимали Великую Отечественную. Какие кадры там были замечательные с ним сняты. И, между прочим, мы не помним. Они не нумерованы в нашей памяти, в нашей истории. Настоящий оператор, он анонимен. Может быть, это несправедливо, но, может быть, именно это и дает какую-то в себе уверенность, что вот так анонимно он просто-напросто становится частью чего-то большего, чем его собственная жизнь, чего-то большего, чем собственное отношение к действительности. Он становится частью вот этой истории страны, века. Прощай, Чернобыль, спи спокойно, Припять. Прощайте трассы, полные машин. Прощайте все, с кем доводилось выпить за раны ликвидаторской души. И саркофаг перед глазами, как икона, заказано без свеч ему светить. И хочется огромнейшую зону мне напоследок в сердце всю вместить. И мы прощаемся без слез и без салютов, и за собою не захлопываем дверь. И, уходя, друзья, признаемся без шуток, а разве сможем мы, как раньше, жить теперь? И, уходя, друзья, признаемся без шуток, а разве сможем мы, как раньше, жить теперь?